Всем привет, Джей снова на связи. Сегодня у меня для вас обзор новиночки от компании MSI. Это TKL-версия популярной низкопрофильной механической клавиатуры Vigor GK50 Low Profile. И по традиции хочу начать с комплектации. Итак, в комплекте помимо клавиатуры, спрятанной в приятной мягкой сумке для переноски, найдете руководство пользователя, пуллер для кейкапов, два дополнительных кейкапа, левые Ctrl и Alt, и кабель для подключения длиной 1,8 метра. Он в тканевой оплетке, напоминающей нейлон, жесткий и с эффектом памяти. Коннекторы позолоченные. К клавиатуре подключаются через разъем USB Type-C, а к устройствам через USB Type-A. Внешне клавиатура выглядит стильно, а за счет логотипа в виде дракона сразу становится ясно, кто производитель. Корпус выполнен из черного матового пластика, а верхняя панель — это темно-серый алюминий с текстурой под шлифовку. Сборка по ощущениям качественная, корпус на скручивание практически не реагирует и не продавливается при интенсивной печати. Габариты клавиатуры составляют длина 354 мм, ширина 140 мм. Передний край кейкапов нижнего ряда находится на высоте в 24 мм от поверхности стола, а задний край кейкапов верхнего ряда находится на высоте в 33 мм. За счет откидных двойных ножек задний край можно приподнять на высоту в 39 или 46 мм. Основные резиновые ножки отличные, они крупные и не дают клавиатуре скользить по столу. Радует, что и на откидных ножках резиночки присутствуют. Кейкапы из ABS пластика. Для латинских букв используется фирменный шрифт, кириллица нанесена стандартным шрифтом. Буквы у нее тоньше и подсветка сквозь них просвечивает слабее, но это не значит, что их плохо видно. Вообще насчет читаемости символов здесь все отлично, хоть с подсветкой, хоть без. Все кейкапы кроме пробела имеют вогнутый дизайн. Пробел же в свою очередь выпуклый. Кстати, те два дополнительных кейкапа также выполнены выпуклыми. По мнению производителя, выпуклую поверхность клавиш легче ощутить в течение интенсивной игровой сессии. Мне же лично без разницы, удобно и с теми, и с другими. Стабилизаторы в длинных клавишах смазаны и свою работу выполняют. В плане фиксации одновременных нажатий, то для данной клавиатуры заявлена поддержка режима неограниченного количества нажатых клавиш. В данной клавиатуре используются белые переключатели KL Low Profile с ресурсом на 50 миллионов нажатий. Они отличаются мягким и равномерным ходом с отчетливо слышимым кликом в момент срабатывания, хотя тактильно клик проявляется очень слабо. Главным их отличием от обычных механических переключателей является укороченный ход 3 мм против стандартных 4. Срабатывание происходит на середине хода, то есть при продавливании всего на 1,5 мм. Опять-таки, обычная механика фиксирует срабатывание, как правило, на глубине хода в 2 мм, так что данная клавиатура характеризуется меньшим временем реакции на нажатие. Усилие для нажатия у этих переключателей 50 грамм. Ну а дальше предлагаю вам послушать, как звучит данная клавиатура. Функциональная клавиша, которая обычно подписана как FN, здесь обозначена фирменным логотипом MSI. На клавиатуре имеется два индикатора режимов, подписанные как A и G. Первый означает, что включена фиксация смены регистра букв со строчных на прописные, то есть была нажата клавиша Caps Lock. Второй индикатор будет гореть, если была нажата комбинация FN плюс Win. Данный режим блокирует нажатие клавиши Windows, что исключит случайное сворачивание игры из-за открытия меню «Пуск» в среде Windows. Также с помощью тех сочетаний клавиш, которые вы сейчас видите на экране, можно воспользоваться мультимедийными возможностями клавиатуры, а также изменять и регулировать подсветку. Подсветка здесь яркая, и, как я уже говорил ранее, по поводу равномерности и качества подсветки у меня вопросов нет. Читается все отлично в любое время дня и ночи. В качестве ПО для данной клавиатуры используется утилита MSI Center. Она позволяет создать до 3 пользовательских профилей настроек клавиш, записывать макросы, гибко настраивать поведение подсветки и обновлять прошивку клавиатуры в случае выхода апдейтов. Хотя если вам не требуется индивидуальная настройка цвета каждой кнопки или запись макросов, ПО можно не инсталлировать вовсе. Далее продемонстрирую некоторые возможные эффекты подсветки. To go out of my mind. And all I need right now is for you to stay the night. But if you keep saying that you've got to leave, then I'm gonna be alright. As long as you tell me that we ain't running out of time. Thinking about all the things we
tonight. What a time to be alive. Как итог, GK50 LP TKL – это комфортная, компактная, механическая низкопрофильная клавиатура с адекватным качеством сборки и стильным узнаваемым дизайном. Также у нее интересные тактильные переключатели с большим ресурсом и яркая подсветка. И как по мне, она может стать неплохим выбором для тех, кто привык работать и играть на ноутбуке. Плюс за счет своего форм-фактора она занимает меньше места на столе, чем стандартная полноразмерная клавиатура. Ну а с жестким и непослушным кабелем можно жить, так как клавиатура это не мышка, которую постоянно двигаешь с места на место. На этом у меня все. Ссылочку на данную клавиатуру найдете в описании под этим видео. Надеюсь на вашу поддержку лайками, комментариями и подпиской на канал. Всем хорошего настроения. С вами, как всегда, был Джейсон. До скорого!